Однажды в дискорд-сервере ютубера Vibing Leaf, который специализируется на криповых видео и крипипастах, появляется пользователь с ником Sirian большая K18. И он рассказывает историю, как рылся в файлах на своем персональном компьютере и случайно нашел папку, именуемую Basics. Судя по содержанию, это была обычная игра на Unity. Исполняемый файл назывался Baldi's Basics in Education and Learning.exe, в то время как в оригинальной игре он назывался просто baldi.exe. Он запустил игру, и это стало его роковой ошибкой. Он запустил игру, и это оказалась обычная игра про Балди. Единственное, что его смутило, так это то, что в меню не было указателя версии игры, что показалось ему нормальным для такой старой версии. Игра шла как обычно, главный герой просто собирал тетради, но первая странность была в том, что у метлы Gata Sweep была постоянно открыта дверь, и главный герой не имел понятия почему. Но странностей стало еще больше после 4-й тетради. Когда автор ее подобрал, шлепки Балди стали обрывистыми, звук эмбиента стал играть чаще, чем раньше, а после сбора всех 7 тетрадей Балди исчез, как и все остальные персонажи. Под счетчиком тетради появился еще один счетчик. Он обозначал 0 из 4. Главный герой начал закрывать выходы, и после первого выхода не было никакого шума, как в оригинале. Но счетчик изменился. С 0 из 4 на 1 из 4. Это был счетчик выходов. И автор отметил, что не припоминал такого в оригинале. После второго выхода также ничего. 2 из 4. Третий выход находился в столовой. Сириак закрыл его, счетчик стал 3 из 4. Как вдруг в столовую с грохотом зашел Балди. Он был черный, с одним глазом. Автору стало понятно, что он двигается только тогда, когда на него не смотрят. Сириак подошел к 4-му выходу, он тоже закрылся. И автор остался наедине с этим существом. Через некоторое время на экране появилась надпись «Goodbye», что с нидерландского языка переводится как «прощай». Она была произнесена криповой говорилкой, затем школа покраснела, и Балди схватил игрока. Экран потемнел, заиграла пианино, в середине монитора появился широко улыбающийся учитель и надпись: «Вот что бывает с теми, кто скачивает, что попало». После этого компьютер Сириака начал вести себя странно. Кажется, он подхватил ратник. Дальнейшая судьба нашего пациента неизвестна. И теперь у меня к вам главный вопрос. Если бы я этому посвятил целое видео, вы бы вспомнили его через неделю, месяц, да через любое количество дней? Или у вас бы оно вызвало чувство, зачем я это посмотрел? Сейчас на ютубе пошла мета на такие страшные ролики про бесконечные ужасы всех стран мира, ужасы всех эпох интернета, самый ужасный, тревожный картель интернета. Я думаю, что вы хотя бы на один такой натыкались. Такие видео легко делаются и не требуют особого напряга в плане ресерча или монтажа, потому что вся информация либо уже на блюдечке подана в обсуждениях на Reddit, откуда в основном авторы и черпают данные, либо не только подана на блюдечке, но еще и несколько раз разжевана на западном ютубе, и некоторые этого даже не скрывают, просто пересказывая видосы оттуда, не указывая изначального автора. И у людей настолько нет альтернативы, что они считают это эталоном. Диспетчер говорил в пустоту. К этому моменту Лоретта Пикард была уже мертва. Она заживо сгорела. Пожарные приехали вовремя. Хорошо, если автор хотя бы сам пишет сценарий, но чаще всего этим занимается нейронка. Это такой максимально ленивый контент. Я не знаю, почему люди до сих пор не придумали термин хоррор-слоп или крипи-слоп, каковым он является. Зайти на Reddit, найти тему, которая будет маломальски интересна, залить в DeepSeek, попросить рассказать поподробнее, спиздить стиль превью, спиздить музыку из любого другого крипи-видоса, пробубнить микрофон, сделать слайд-шоу. Вот вам рецепт успеха. Про DeepSeek, кстати, я не спиздел, сценарий для вступления написал он, но всякие ошибки я сам добавил, чтобы было поприкольнее. А вот музыка, она реально на всех видео одна и та же, либо Silent Hill, либо бесплатный Ambient, либо еще что-то. Кого ебет?
Все эти ютуберы одинаковые. Да, есть единицы, которые более-менее выработали свой стиль и начали выделяться чем-то, но большинство остается просто говорящей головой. Что это значит? Это значит, что ты можешь любого другого Бубнилкина поставить за место любого автора и ничего не изменится. Ты можешь хоть их друг за другом тасовать как игральные карты, и если ты не знаешь, допустим, у кого какой голос, то ты просто подумаешь, что это один и тот же человек. Окей, разобрались, что никто друг от друга не отличается. Дальше-то что? Дальше тема посерьезнее. Я вот без шуток ни разу не видел, чтобы ее кто-либо когда-либо разбирал, поэтому этим займусь я. Если тема с шок-контентом является для вас сильно травмирующей, то рекомендую не смотреть этот кусок. Я ничего не показываю, но я знаю, что существуют люди, которым неприятно просто от упоминания таких вещей. Вы предупреждены. Превьюшки. Это ёбаный ужас. Мне совершенно случайно однажды YouTube порекомендовал видео про бои без правил, и там было на превью написано: нижняя челюсть упала в горло. Стоит ли мне говорить, что я охуел? И при этом самое смешное, эти люди боятся хоть что-то немного подробнее говорить в видео, потому что YouTube такое не любит. Ну да, зато делать превью, которое само по себе шокирует, это похуй. Почему бы тогда сразу не расписать на превью все подробности, чтобы зрителю вот точно стало понятно, что это за видео перед ним? Чтобы вот точно не ошибся и не подумал, что это кадры с боев Джона Сины. Или вот другой пример. Это вообще пиздец. Гипнококковый гной из уретры прямо ей в глаз. Чё за хуй? И половина комментариев, угадайте, чему посвящены? Правильно, превьюшки. Потому что там есть слово уретра, приколюха. Комментарии к другим видео также заставляют нас усомниться в человечестве. Например, вот видео, мужик сделал кое-что в прямом эфире. Сами прочитайте, я не буду этого произносить. В комментах люди шутят про братишкина и мессенджер Макс. Ну, еще навскидку скажу пару слов про название. Это просто ухахата был. Самые странные и тревожные фетиши. Ну да, я уже чувствую, как какой-нибудь фетишист надувает баллоневую куртку и тревожится. Вот вам прилагательные для названия видео. Тревожный, странный, мрачный, ужасный, тоже неплохо. Темный, жуткий, я бы еще порекомендовал термин айсберг. Айсберг — крупный свободно плавающий кусок льда в океане или море. Как правило, айсберги откалываются от шельфовых ледников, поскольку плотность льда. Сейчас будет самая серьезная часть видео. Относитесь к ней максимально серьезно, как только можете. Авторы клепают легкие в производстве видео десятками, а то и сотнями, зарабатывают на этом деньги и, казалось бы, можно сидеть на жопе ровно. Для этого вы бы могли ко мне докопаться, что они снимают true crime, и там и вправду есть жестокость, что это специфический жанр не для всех. Но, как вы относитесь к тому, чтобы снимать видео про то, как человек убивал в прямом эфире и оставить фуллы этих записей в своем телеграм-канале, тем самым пиарив самого себя ебаной чернухой? Я сейчас не придумываю, посмотрите подобных авторов, и у 90% из них будет тот самый фулл из видео в ТГ-канале. Это максимально низко зазывает людей в ТГ ебаным снафом, и мне кажется, все, кто так делают, понимают, что ради снафа подписываются либо конченые ебанаты, либо дети. Пиздюки еще с неокрепшей психикой, которые, кстати, после просмотра нескольких таких видео могут на них подсесть как на наркотики и смотреть гор видео уже на специализированных для этого сайтах, тем самым еще нахуй глубже себя закапывая в плане ментального здоровья. Снаф-видео были популярны всегда. Человек во время просмотра таких видео получает дозу адреналина. Иногда люди подсаживаются на него как на наркотик. Вы настолько однотипны, что вам даже нечем завлечь аудиторию, кроме гор-контента. Вы говорящая голова, как личность ничего из себя не представляющая, и никто не заметит вашей подмены. На самом деле, распространением снафа занимаются не только крипи-блогеры, но и шортсеры. Любой чел, который объяснит вам за какое-то снаф-видео, поделится его местоположением в своем ТГ-канале. Ладно, если обычному человеку не попадется видео с объяснением гора, вы видели и знаете, что такое премия Дарвина, последняя извилина и прочие каналы, которые включены в эту нейрослоп контент-ферму. Человек глупо умирает, это происходит на видео, можете сами лицезреть, вот, держите. Мне постоянно летят жалобы за реальные фотки и видео. Интересно, почему же? В телегу, ссылка снизу, без цензуры и без ограничений. Да, даже те, которые я не мог показывать на ютубе. Потому что если вы не знали, то есть видео, которые в базе автоматического бана, и они мгновенно удаляются при попытке залить их сюда. Поэтому подписывайтесь, там я смогу показывать абсолютно все. Ссылка будет в описании и в комментах. Стоит ли мне говорить, сколько лет основной аудитории шортсов? А при условии, что это контент-ферма, ее видео все чаще могут попадаться обычным людям. Еще раз уж заговорили про короткие видео, я хочу рассказать и про ТикТок. В очередной раз я убеждаюсь, что там сидят ебанутые на голову люди. Здесь никто не оставляет ссылку на фулл.
потому что сами видео являются фулом. Кто за ситуацией следил, может помните, что раньше люди брали реальные видео казни и прочую чернуху, прогоняли через нейронку, она заменяла всех людей на миньонов, ничего нельзя было разглядеть, но звуки и крики, это все оставалось неизменным. Сейчас люди просто берут оригинальное видео и инвертируют на нем цвета и так публикуют на платформу, либо сильно осветляют видео, и они попадаются обычным людям. Я в ТикТоке не сижу, но некоторые мои кенты сидят там. Были моменты, через которые я как раз с этой херней познакомился, кстати. Мы просто сидели, листали ленту, и попадается инвертированное видео, где пацан лет 13 лежит на асфальте, а рядом с его ртом лужа, и под конец видео он начинает биться в конвульсиях. В описании написано типа «Мой друг устал, прилег отдохнуть». Лужа рядом с ртом была синего цвета. Вам нужно инвертировать цвета, и вы поймете, в чем дело. Также попадалось видео, где один работник не справился со своими задачами и совершил ошибку на станке. Видео было черно-белое и осветлено, и платформа спокойно его пропустила. Еще люди превратили травмы и иногда летальные исходы в тренд и прикол. Добавляйте надпись Folk Valley, и в момент, когда человек ударяется, добавляйте звук удара и музыку из Зельды реверснутую. Иногда видеоряд также инвертируют или прогоняют видео через нейронку, чтобы человек, как бы сказать, в нужный момент стал тортом и рассыпался. Или еще на видеоряд могут добавить красный фильтр, чтобы все вокруг казалось кровавым. Потом в YouTube шортсах появляется видео оценки лучших моментов Folk Valley, а там подборка, где люди нахуй падают с самокатов, скейтов, ломают руки прямо на видео. Это пиздец. Вот так примерно выглядят ролики Folk Valley, только там участвуют реальные люди. Изначально я хотел сюда вставить список ютуберов, которые пиарят ТГ с нафом, но потом подумал и решил, что не буду давать этим челам лишний фейм, нафиг надо. Никто не видит в этом проблемы, а если видят, то не высказываются по этому поводу. Будьте осторожны, это может разрушить вашу психику или психику кого-то из ваших знакомых. Снимать про True Crime, а потом выкладывать реальные видео с убийствами в ТГ — это ненормально, так быть не должно.